1,5 года паузы в автоспорте — это много. Я давно не выходил ни на какие гонки, ни на какие соревнования. И вот сейчас я иду в закрытый парк, где готовится к старту. Где у меня есть новость. Я поеду на чем-то сегодня. Смотрю свои грузовики. Это Татры. Вижу, что там моей фамилии нет. Да. Татман тоже не мой. Испанцы. Это что за чудо техники? Гонки на тарантасах тоже, смотри, сделали. Иду к своей машине. Мы их никогда не видели быстрыми. Конечно, я скучаю по грузовикам. Там, где грузовики, там должен быть я. Но сегодня у меня есть другая новость. Привет. Чао. Привет, дорогой. Чао. Привет. Здравствуй, Все видел, молодец. вчера все сломалось. Здравствуй, молодец. Здравствуй, мать, Да. дорогой. Привет. Привет. Ну, здравствуй. Чао. Привет. Ой. Новая машина. Расскажи, что здесь. Это концепция как Татрас, да? Не Татра. Как там. Ух ты, как чистенько. Ну, я такую машину сломаю за один этап. Для Машецкого Артура. Да? Профессионал все сломает, знаешь. То, что один сделает, другой сломает. Молодец, молодец. Бон аппетит, ребята, давай. Это моя команда, с которой я 3 года отработал. Прекрасные, четкие ребята. Татру я знаю, изучил ее полностью за все это время. Но приходится менять позиции. И сегодня я готов к старту, но немножко в другой версии, в другом, так сказать, амплуа. Самое главное, я снова в деле. Тот вызов, который я себе бросил, это следующее. Я решил выехать на Дакар 2020, который пройдет в Саудовской Аравии. Для того, чтобы выйти на эту гонку, мне нужно в течение года готовиться. Настало время вскрыть карту. Ну, я заявился в зачет квадроциклов на Дакар 2020 в Саудовскую Аравию. Естественно, для меня это очень серьезный вызов. Главное, самому для себя. Но что я хочу сказать, что меня привело к этому. Я проехал, да не практически, я проехал на всей технике, которая только может быть в ралли-рейдах. Я был на мотоцикле, был в легковом зачете, в баги, сайд-бай-сайд и в грузовиках. Но я никогда не ездил на квадроцикле. Для меня это была страшная категория, и я просто ее побаивался, понимая, насколько нужно быть подготовленным в плане физики и так далее. И, Серега, согласно нашей договоренности, что на Дакар, если мы поедем, то поедем только вдвоем. Я выступаю наставником для своего друга и боевого товарища, для Сереги Редькова. Вот он, Серый, представься, пожалуйста. Здравствуйте, Какие друзья. планы у тебя? Планы преодолеть себя, поменять и войти в 2020 год после Дакара новым человеком, благодаря моему сенсею. Ну, будем стараться. Задача такая. План подготовки почти что на год. Мы уже проехали там пару гонок и серию тренировочных сборов. Тренируемся, пилим как ненормальные, стараемся подтянуться. Мы понимаем, что наша кондиция сегодня там рядом с мировыми гонщиками очень далекая, но это не мешает нам тренироваться и готовиться. Сегодняшняя наша задача — это первый из этапов Кубка мира, на который мы выезжаем, такой официальный. Показать себя стабильно, без травматизма, без аварийно, потому что нужно выехать все-таки нам на Дакар. Поймать свою скорость. Поймать скорость, да, и будем ехать стайкой, друг за другом, прикрывая друг друга, чтобы не теряться в навигации, контролировать. Чтобы чемпионыч не наваливал сильно, у него есть якорек. У меня еще 10 минут до входа
закрытый парк к своему квадроциклу, который вчера приготовили. Пока иду. О, Саш, привет! Как дела? Нормально. Это единственный россиянин, который здесь находится в зачете мото. Это квадроциклист Александр Максимов. Мы познакомились, по-моему, лет 5 назад на Desert Challenge. Он уже тогда ездил на кваде. Он едет очень давно. Этапы Кубка мира. Проехал только что шелковый путь, вернулся с России и сразу же шелкового пути. Ты второй, да, на шелковом пути? Да. Да? Кто первый? Соник. Соник. А его здесь нет, да? Он в Бахине ездит теперь. Ну, понял. Ну, расскажи, Сань, где мы познакомились, помнишь? Да, конечно. Я стоял, скучал, вернее, сидел в пустыне, старался не тратить влагу и силы, чтобы выжить до вечера. И тут едет новенький Nissan Patrol, красивый, блестящий. И Артур человеческим русским голосом мне говорит: привет, как дела, тебя подвезти? Я не поверил своему счастью. А Меня ты думал, это глюки, да, до начались? людей. Слушай, мы первый раз с Серегой, поэтому мы будем к тебе обращаться, ты как наш наставник. Ты человек опытный в ралли-рейдах, тем более марафоны лупишь вообще за здрасте. Будем к тебе, ладно, подползать, если что, спрашивать за советом. Всегда. Да. 5-4. Gracias. Мой номер 54. Это Kawasaki 450. Такой рейдовый квад. Ну, больше он приготовлен, конечно, для кросса. Но в данном случае испанская компания X-Raid приготовила мне его. Дали в аренду прокатиться. Для специалистов скажу, что он практически стандартный. На других рычагах, на подвеске елка. Ну и мотор сделан более агрессивным. Там шатуны, поршня, там кованые и так далее. Звезды тоже перебранные. Ну и все втулки, подшипники, там все автомобильное. По навеске у нас вот такой вот здесь мастер стоит. И по-моему, батареи моей жопа. Придется каждый спецучасток, пока он не выйдет на нормальный ритм, его ожидать. Просто я сейчас стартовал первым, нужно делать так, чтобы он стартовал. Yo creo que necesita poner motor Sí, ahora voy. máximo aquí. Я думал, что-то с тобой случилось. Нет. Venga. Стоит человек и остановился. Gracias, спросить. Ahora. Yo creo que está bien. Sí, ahora. Пошел? Ya está, perfecto. Ну, у меня ¿Cuántos максимально... kilómetros? 10. 10. Yo creo que Joder. más o menos. 10 más. Hostia, 10. Минимум 1 litro necesito para ti. Рванули первый спецучасток. Все хорошо. Попали в дождь. Прям в горах.
в таких горных серпантинах ливень попер, град был, кошмар. Промокли до нитки, полностью все. Такой офигенный контент снял. И камера где-то вылетела и улетела. Блин, так жалко. Весь сегодняшний контент за первый спецучасток весь улетел. Я даже, когда увидел, что камера потерялась, остановился, развернулся, попытался проехать, поискать, но мне сразу пришел сигнал, что я еду в другую сторону, что wrong way. И сразу же этот комиссар выбежал на дорогу и говорит: давай, давай, ты в другую сторону едешь. А я прикинулся, типа, что, правда, туда? Он говорит: не, туда надо ехать. Ой, извините. Ну, я не сказал, что за камерой ездил. Ну, короче, потерял. У нас второй спецучасток, 176 километров. Знаю точно, что будет вода. Уже горная местность, она, видишь, если дожди, она поднимает сразу же уровень в речках, в этих всех руслах, промоинах. То есть мы сейчас накупаемся. Я вот такой вот, дождевика нету. Думал, Баха-Арагон, жарища, пылища. Еду потихоньку за серым, молодец, темп прибавляет. Едем безопасно. Что-то квад не заводится периодически. Вот, ребята. Другой. Ну. Какая-то херня происходит. Вода попадает, сейчас дождь пошел, вода попадает, его выключает полностью. Просто тушит и все. Не знаю, что, сейчас будем разбираться. Опять такая же ерунда. Выхлоп стреляет и останавливается. Где-то вода мешает контакту. Vale, entonces nos vemos en Teruel. Venga, va. Venga, Deu. Нас сняли со спецучастка, потому как норма времени уже превышена. Ну и отправили на бивак. Приедем в бивак, будем решать. Любая лужа, любой пролет по воде, и сразу же он останавливался. И запускался где-то через 3 минуты, но нужно было просто отстояться. Это полная фигня вот такая. Но бывает, техника, что сделаешь. И мы из-за этого потеряли очень много времени, потому что приходилось стоять и ожидать, когда он запустится. Вот даже из-за этого он однажды клюнул в воду. Просто перед лужей у него резко заглох. И серый клюнул прям в воду. Немножко кувыркнулся. Но самое обидное, что мы не уложились во время и нас вернули по дороге общего пользования. Мы не закончили спецучасток, как это должно быть в нашем случае. Устали не от того, что физически было как-то напряжно.
устали от того, что просто вот это ожидание. У Сереги с квадом что-то там случилось. Как только лужа, как только снизу нахлест Он воды, мне объяснил, что сразу же останавливается. А что случилось? Вот расскажи. Там стояла башня для навигации дакаровской, для роутбука. Да. Он ее снял, а масса, которая подходила, кабель питания или масса, которая подходила к этой башне, был плохо заизолирован, туда попадала вода, она коротила и все, и пока оттуда вода не уходила, он не заводился. А в воде надо было уходить минут 5 каждый раз. Ну, то есть дефекты нашел, он нашел, да? Ну, вот такая вот херня, а получилось, что только снизу вода какая-нибудь, там лужа промоена, и сразу же просто квад выключается, и все. Темп нормальный. Мы его немножко еще поднимаем по пути, то есть идет раскат. Потеряли много времени на этих простоях, а из-за того, что простояли на каком-то этапе, нас просто орги поймали и сказали: все, ребята, вы уже не укладываетесь во время, поэтому проводили нас до дорог общего пользования и сказали: возвращайтесь в бивак. Мы вернулись, завтра получим там финализацию какую-то и выйдем на старт. Ну, вот такой вот день. Говорят, новый день, новые возможности. Завтра выйдем на новый старт и сделаем новые возможности. Осталось только привести себя в порядок, постираться. Вот. А так физически вообще никакой усталости. Только замерзли, потому что холодно было. Блин. До завтра.